Всем доброго времени суток! Вы на канале Knit Solo, это канал вязания, меня зовут Валентина. Сегодня вместе с вами я буду вязать вот такой интересный, красивый, декоративный узор. Его можно использовать как на полотне, так и оформлять край полотна. Для своего образца в данном случае я набрала 33 петли. Из 33 петель образца 30 петель это число, которое кратно 6, так как раппорт данного узора состоит из 6 петель. Плюс одну петлю я добавила для симметрии полотна, чтобы одинаково выглядело полотно как в начале, так и в конце. И плюс 2 петли это кромочные петли. Итого 33 петли у меня в образце. Кромочные петли я буду провязывать следующим образом. Первую кромочную снимаю не провязанной, а последнюю кромочную провязываю изнаночной. Приступаем к вязанию данного узора. Первый ряд с лицевой стороны я сейчас провяжу полностью все петли лицевыми. Кромочную снимаю, дальше все петли вяжу лицевыми петлями. Я провязала лицевой ряд до конца, повернула работу на обратную сторону и сейчас я буду вязать изнаночный ряд. Первую кромочную петлю в изнаночном ряду я также снимаю и дальше следующую петлю после кромочной я провязываю лицевой. Следующую петлю после этой я буду провязывать следующим образом. Ввожу правую спицу в петлю. Затем обвиваю правую спицу рабочей нитью 3 раза и вытаскиваю эту обвитую петлю сквозь петлю, которая на левой спице, и оставляю на правой спице. Таким же образом я провязываю следующую петлю. Ввожу спицу правую в петлю, которая на левой спице, обвиваю правую спицу 3 раза рабочей нитью, вытягиваю эту обвитую петлю сквозь петлю, которая на левой спице, сбрасываю эту петлю, которая была на левой спице, а обвитая петля у меня остается на правой спице. Следующую петлю таким же образом ввожу спицу правую в петлю, обвиваю правую спицу 3 раза рабочей нитью, вытаскиваю обвитую петлю на правую спицу и сбрасываю петлю с левой спицы. Следующую четвертую петлю обвитую делаю таким же образом. Ввожу правую спицу в петлю, обвиваю эту спицу 3 раза рабочей нитью, вытягиваю обвитую петлю на правую спицу, а с левой спицы петлю сбрасываю. И таким же образом я провязываю пятую петлю. Ввожу правую спицу в петлю, обвиваю спицу правую 3 раза рабочей нитью, вытягиваю обвитую петлю на правую спицу, а с левой спицы петлю сбрасываю. И таким образом у меня получилось 5 обвитых петель. Вот кромочная петля, вот первая петля после кромочной, которую я провязала лицевой, а дальше 5 петель я провязала с обвитием. Вот их легко посчитать. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше начинаем новый раппорт. Опять одну петлю я провязываю просто лицевой. И следующие 5 петель я провязываю с обвитием правой спицы. Покажу еще раз. Ввожу правую спицу в петлю на левой спице, обвиваю правую спицу 3 раза рабочей нитью, вытягиваю эту петлю с обвитием на правую спицу. Вторая петля таким же образом. Ввожу спицу в петлю на левой спице, обвиваю правую спицу 3 раза рабочей нитью и вытягиваю эту обвитую петлю на правую спицу. С левой спицы петлю сбрасываю. Таким же образом вяжу третью петлю. Ввожу правую спицу в петлю на левой спице, обвиваю эту спицу 3 раза рабочей нитью и вытаскиваю на правую спицу обвитую петлю. Четвертая петля. Точно таким же образом. И пятая петля точно таким же образом.
Теперь давайте проверим. У меня была вот здесь лицевая петля просто провязана. Затем идет 5 обвитых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Начинается новый раппорт. И я его буду провязывать точно таким же образом. Одна петля просто лицевая и 5 петель с обвитием. И таким образом я буду вязать до конца этого ряда. Я провязала изнаночный ряд до конца, повернула работу на обратную сторону. Это будет лицевая сторона. С лицевой стороны я буду вязать сейчас следующий ряд следующим образом. Первую кромочную петлю я снимаю. Следующую петлю, она одиночная, не обвитая, я вижу петля изнаночная, я провязываю изнаночной. Следующая петля обвитая, я поддеваю под первое обвитие правую спицу. И все два остальных обвития просто сбрасываю. У меня остается на правой спице вот такая вытянутая петля. Следующая петля тоже обвитая, я поступаю таким же образом. Ввожу правую спицу под первое обвитие, а два остальных обвития этой петли сбрасываю. Получается опять вытянутая петля. Третья петля точно таким же образом. Четвертая петля и пятая петля. У меня получилось на правой спице 5 вытянутых петель. И сейчас мне нужно эти 5 петель обвить посередине. Делать я буду это следующим образом. Провожу рабочую нить. То есть сейчас она у меня за этими петлями вытянутыми. Провожу ее между вытянутыми петлями и между левой спицей. Вот так. И возвращаю вытянутые 5 петель на левую спицу. Вернула 5 петель на левую спицу. Сейчас рабочую нить я обвиваю против часовой стрелки эти 5 вытянутых петель вот таким образом первый раз. Затем эти вытянутые петли возвращаю обратно на спицу. И опять рабочую нить провожу между этими 5 петлями уже обвитыми и левой спицей. Вот так. Возвращаю эти 5 петель опять на левую спицу. Затем рабочей нитью я обвиваю опять эти 5 вытянутых петель. То есть второй раз я их обвиваю. И возвращаю эти 5 вытянутых петель на правую спицу. Все, первое обвитие мы сделали. Следующая петля одиночная изнаночная, я ее провязываю также изнаночной. Дальше идет опять 5 петель вытянутых. У меня рабочая нить сейчас за работой, то есть за левой спицей. Правой спицей я поддеваю первую петлю. Обвитие у меня соскакивают со спицы. Вторая петля точно таким же образом поддеваю правой спицей, обвитие соскакивают. Третья петля, четвертая петля и пятая петля. Сейчас эти 5 вытянутых петель мне нужно обвить 2 раза точно таким же образом, как я делала с первыми 5 петлями вытянутыми. Я рабочую нить, которая сейчас за работой, провожу между этими 5 петлями и левой спицей. Возвращаю 5 петель на левую спицу. Обвиваю эти 5 петель рабочей нитью вот так. Против часовой стрелки получается. Возвращаю эти 5 петель на правую спицу и обвиваю их еще раз. Продеваю рабочую нить между правой спицей и левой спицей. Возвращаю 5 петель вытянутых на левую спицу. Обвиваю рабочей нитью эти 5 петель и возвращаю их на правую спицу.
Вот таким образом. Следующая петля одиночная изнаночная, я ее провязываю изнаночной. Дальше у меня идут 5 вытянутых петель, я их обвиваю точно таким же образом. Я провязала лицевой ряд до конца, вот как сейчас выглядит узор. И сейчас мне нужно повернуть работу на обратную сторону. Я повернула работу на изнаночную сторону, и сейчас с изнаночной стороны все абсолютно петли я провяжу лицевыми. Первую кромочную я снимаю, и дальше все петли, в том числе обвитые, я провязываю лицевыми петлями. Я провязала изнаночный ряд до конца, это были лицевые петли все в изнаночном ряду, потом повернула работу на лицевую сторону. Вот сейчас мы видим лицевую сторону данного полотна, данного узора. Вот как выглядит узор с лицевой стороны. Дальше я могу провязать вверх полотно лицевыми петлями какое-то количество и повторить этот же узор. Либо же я могу сейчас просто закрыть вот эти петли, и получится тогда аккуратный, красивый, декоративный край вязаного полотна. А на сегодня у меня все. Я желаю вам всем всего хорошего.